Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями Абхай Чарнаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Сегодня мы разберем подробно 25 стих 3 главы, который называется «Карма-йога», и обсудим уже непосредственно эту тему. Так. Сейчас небольшие приготовления сделаем. Итак, прочтем сначала санскрит, потом пословный перевод, литературный перевод и комментарий. Сактах карманья авидвамсо ядха курванти бхарата курят видам статха сакташ чикхиршурлока санграхам. Сактаха, испытывающий привязанность. Кармани, в исполнении предписанных обязанностей. Авидам саха, невежественные люди. Ядха, как? Курванти, делают. Бхарата, о потомок Бхараты. Курьят, пусть делает. Видван, человек, обладающий знанием. Татха, так. Асактаха, не имеющий привязанности. Вначале было сактаха, и сейчас мы видим асактаха. То есть речь идет о двух типах людей. Сактаха, асактаха. Те, кто имеют привязанности, и те, кто не имеют привязанности. Чик-юршух, который желает вести за собой. Лока санграхам, народ. Комментарий и перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чарнаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а ради того, чтобы направить людей на истинный путь. Комментарий. Человек, обладающий сознанием Кришны, и человек, лишенный его, отличаются друг от друга своими желаниями. Человек, который обрел сознание Кришны, то есть мы разбирали с вами человека, который обрел сознание Кришны, он называется еще Атмарам или Атмаратих, да, то есть он удовлетворенный сам в себе, который познал абсолютную истину, который постоянно памятует о цели жизни, который знает, в чем смысл жизни и как его достичь этой цели, реализовать свою природу. Итак, человек, обладающий никогда не станет делать того, что может помешать его духовному развитию. Он может совершать те же действия, что и тот, кто пребывает в невежестве и сильно привязан к материальной деятельности. Однако, один из них действует ради удовлетворения собственных желаний, а другой ради удовлетворения Кришны. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, должен подавать людям пример того, как нужно действовать и как использовать плоды своего труда для распространения сознания Кришны. Сегодня родилась такая идея поговорить как раз об этих двух типах людей. Сактаха, асактаха. Сактаха, то есть те, кто привязан к плодам своего труда, те, кто действует или чьим побуждающим мотивом является удовлетворение собственных чувств, своих желаний. Так или иначе, те люди, которые живут в эгоцентрической системе координат,
И вторая категория людей, вставших на путь духовного развития, людей, осознавших Бога или осознающих, в той или иной степени уже осознавших Бога, себя как вечную душу и вечное сознание, чистое сознание. Людей, которые действуют из соображений блага для общества, и как бы все их действия направлены на бескорыстную любовь, на бескорыстное служение, на распространение чистого звука, чистой пищи, чистой любви. Вот. То есть одни действуют, как говорит здесь Шрила Прабхупада, ради своих корыстных интересов, своих собственных интересов, собственнических, таких местечковых. И другая категория людей, которая посвятила свою жизнь служению миру, обществу, Богу, социуму, близким, родным, так сказать, отдающим себя, при этом обладающих знанием именно, да, здесь еще есть такие слова, как видван, человек, обладающий знаниями, и также есть антоним этого слова авидвамсаха, видван, человек, обладающий знаниями, авидвамсаха, невежественные люди. И вот об этих двух категориях людей хотелось бы сегодня поговорить, и, может быть, поговорить о том, как эти люди, два типа людей, действуют в той или иной ситуации. Вот, например, привязать это все к нашему нынешнему положению, к нашей нынешней ситуации, и как понять, кто действует на благо общества, кто действует в этой ситуации на благо людей, на благо высшей идеи, на благо Бога, природы, а кто действует с точки зрения своих корыстных интересов. Ну, ответ, он достаточно прост. Большинство людей, поскольку они просто привыкли жить в этой эгоцентрической системе координат, то, собственно говоря, именно поэтому они и действуют таким образом. Но давайте для начала мы попробуем сейчас понять вообще, что это за два типа людей. Если мы если человек действует с точки зрения своих корыстных интересов, то, собственно говоря, это категория сактаха. Естественным образом он привязан к результатам своего труда, он живет в концепции «я» и «моё», «я» центр, и «я хочу», значит, имею право, и значит, все должны. То есть как бы такая парадигма жизни. И большинство людей живут именно в таких условиях. Сегодня мне прислали один ролик очень интересный, как в Ростове-на-Дону, какой-то небольшой такой сюжет, даже не сюжет, а кто-то снял на мобильный телефон, как в Ростове-на-Дону прошел несанкционированный митинг или что-то там такое, в общем. Люди вышли на улицы, по всей видимости, протестуя против того, что их вот как так вот заточили в самоизоляцию. Да, такая, как бы самоизоляция с одной стороны, но с другой стороны, в общем-то, самоизоляцией не пахнет, а кажется такой как бы изоляцией извне. То есть, если вас штрафуют, если вас, так сказать, могут привлечь к нарушению закона, дополнение к закону и так далее, то, в общем-то, это не самоизоляция, это уже военное положение, карантин или еще что-то. Ну, так или иначе, суть не в этом. Суть в том, что подписью этого ролика была «Ростов-на-Дону пробуждается» или «пробудился». И размышляя над этим, я понял, что, собственно говоря, что значит это пробуждение. Это пробуждение означает не что иное, что мои права ущемлены. Мои права ущемлены. Я хочу, значит, я имею право. А если я имею право, то вы обязаны. Вот эта концепция той жизни. И, по сути дела, истинное пробуждение, оно заключается в другом. Если я выхожу на улицу, потому что ограничены мои права, если я выхожу на улицу, потому что кто-то ограничил мою способность наслаждать мои чувства, исполнять мои желания и исполнять ту деятельность, которая приносила мне и приносит, регулярно приносила мне удовлетворение моих чувств, желаний, исполнение моих желаний, то это означает, что это не пробуждение. Пробуждение или джив-джага, по сути дела, это осознание
осознание каких-то более высоких ценностей. Пробуждение – это то, когда мы понимаем, кто я есть на самом деле, где я и что мне делать. Когда мы отвечаем на 3 ключевых вопроса, то вот это можно назвать пробуждением. В баджане, молитве одного из святых вайшнавов 19 столетия, Бхактивинода Такур, он пишет, он поет «Джив Джагу, Гаура Чандра Боле». И он говорит: проснитесь, проснитесь, дживы, живые существа, проснитесь, очнитесь от этой иллюзии. Пожалуйста, начните воспевать святые имена Бога, обратите свой взор к Богу. Пробуждение на самом деле это глубокий анализ того, почему и как мы оказались в этой ситуации, что нас ждет. Я понимаю, что большинство людей могут выйти на улицу из страха, из непонимания. И такая категория людей называется авидвам саха, невежественные люди. Они не знают, страх происходит только из невежества. И как же действуют одни и другие в условиях так называемой пандемии, в условиях кризиса? Давайте разберем. Но прежде немножко, так сказать, небольшой логический вывод. Мы должны быть очень внимательны к своим желаниям, потому что именно наши желания, они порождают наши мысли. А наши мысли, они становятся причиной наших слов и наших поступков. Наши поступки, в свою очередь, приводят к тому, что вырабатывается устойчивая привычка. Если мы делаем что-то изо дня в день, то вырабатывается устойчивая привычка, и эта привычка фактически формирует наш характер. А, собственно говоря, наш характер, характер других, он формирует уже определенную культуру социума. Да? То есть это культура человека, культура поведения человека, это как проявление характера. Да? И вот из нашей культуры, из нашей личной, индивидуальной культуры складывается общая культура общества, социума, класса, какой-то прослойки общества и так далее. И вплоть до культуры Земли и, может быть, даже Вселенной, да? То есть, если в больших объемах уже мыслить. Таким образом, отследив свои желания, мы можем понять, что, собственно говоря, они продуцируют нашу культуру общества. И если мы сетуем на то, что происходит в обществе, это означает, что наша личная культура, или пройдя так назад по этой цепочке логической, наши личные желания сформировали такую культуру. Конечно же, желание – это очень эзотерическая, очень мистическая вещь. И наши желания, вернее, на формирование наших желаний влияет очень много факторов. В том числе и культура, да, бытие определяет сознание или сознание определяет бытие. То, с кем поведешься, от того и наберешься. Наши желания, конечно, это очень глубокая вещь, и можно сказать, что именно наша культура, она порождает наши желания. Это замкнутый круг, это называется самсара. Самсара, культура порождает наши желания порождают в конечном счете нашу культуру. И этот круг самсары невозможно будет разорвать, если мы находимся в положении авидвам саха или сактаха, то есть привязанным к чему-то. Привязанный это значит, все, есть поводок, есть парадигма, есть штамп, есть клише. Мы не можем вырваться из этого клише, из этого штампа. И чтобы разорвать вот этот порочный круг, нужно сменить парадигму, нужно вырваться из устойчивых как бы штампов и клише, посмотреть на ситуацию как бы извне. Бхагавад-гита, она учит посмотреть на ситуацию извне. Уверен, что если наш эфир сейчас смотрят те, кто, в общем-то, до этого и не знал, и не читал Бхагавад-гиту, я уверен, что так или иначе каждый в России, по крайней мере в Москве точно, каким-то образом пересекался с Бхагавад-гитой, с ее высказываниями на просторах интернет. По статистике у каждого человека, жителя Москвы, должна быть эта книга на полке, Бхагавад-гита, как она есть. Потому что за период с начала движения в развитие сознания Кришны в Москве, в России, было распространено только в Москве около 9 миллионов книг.
разного рода содержания, то есть, ну так или иначе, они на основе Бхагавад-гиты. Поэтому, если сейчас, в это самое время, мы примем это как инструкцию, как некое руководство по жизни в критических условиях, потому что в те времена как раз описывается ситуация, когда Арджуна находился вот в этой точке бифуркации, когда он должен принять решение, когда он должен понять вообще, как действовать, то, конечно, множество факторов влияли на принятие его решения. Его личные желания, желания его учителей, желания его братьев, сложившаяся культура, он приводит какие-то аргументы в защиту того, что он не хочет сражаться. Культура, да, в каких-то культурных контекстах он находится. Но Кришна за 45 минут дает ему возможность взглянуть на эту ситуацию, на этот кризис извне, чтобы вырваться из этого порочного круга желания, мысли, поступки, привычки, характер, культура, желания и так далее и тому подобное, самсара, парадигма. Поэтому, возвращаясь к этому, мы можем немножко, используя эту форму, понять, что есть как минимум две категории людей, о которых говорит Шрила Прабхупада в комментарии здесь. Первая категория людей, которые живут в парадигме «я» и «моё», в эгоцентрической системе координат, у них, очевидно, что у них вполне определенные желания. Наслаждать собственные чувства. Нет знания, а если есть понимание или заблуждение, что я есть это тело, то я должен удовлетворять потребности этого тела. Потребности этого тела нам диктуют наши чувства. Чувства, проходя через ум, ум уже определяет, нравится, не нравится. Чувство реагирует. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Бхога-тьяга, да, то есть хочу, не хочу. И ум, имеющий на самом деле по своей природе огромнейший потенциал и функцию, и функционал, на самом деле, он сводится к простой потребительской функции, которая определяет, нравится или не нравится. Чувством. Нравится это или не нравится. О, хороший запах, беру. Плохой запах, не беру, ухожу. Бьют по лицу, ухожу, гладят, принимаю и так далее и тому подобное. Да, хорошая музыка, слушаю слишком громко или слишком какая-то вялая, не нравится. Все. Нравится, не нравится, все. Разум отключен. Функция разума – это определить то, что понравилось или не понравилось уму. Полезно это или не полезно для меня, как для личности, как для живого существа. И когда живое существо находится в невежестве, то у разума совершенно другие ценности, определенные ценности. Например, если разум живет в парадигме «я» и «моё», то, конечно же, он скажет, то есть он будет действовать с точки зрения полезно или не полезно. Чувства видят или слышат запах шашлыка. Ум говорит, хочу, да, все, принимаю. Разум здесь может, конечно, оценить, это вредно, много холестерина, много еще чего-то, поэтому не будем есть. Он может таким образом. Но он не может, если он находится в парадигме треугон материальной природы, в парадигме «я» и «моё», он будет идти вслед за умом. То есть, да, он скажет, много холестерина. Но поскольку нет высшей ценности, высшего понимания, почему нужно отказаться от мяса, да, то в какой-то момент ум пересилит, чувство пересилит, и разум скажет, ну хорошо, если нельзя, но очень хочется, то можно, немножко можно. Хорошо, давай откажемся от красного мяса, но будем есть белое мясо, к примеру, или только рыбу. Да, то есть ум обхитрит разум. И таким образом вот эта парадигма «я» и «моё», она порождает вот этот принцип жизни «я хочу», значит, имею право, значит, вы должны. И когда каждый живет в такой парадигме, что происходит? Мы каждому кидаем обвинение. Вы должны, вы должны, вы должны. Я хочу, вы должны. Я хочу, вы должны. И нам то же самое говорят. Я хочу, значит, вы должны. Очень часто мы говорим в отношении себя о правах и о нарушенных правах. В том числе вот эта картина из Ростова-на-Дону, она очень хорошо демонстрирует, когда нарушают наши желания, да, когда не дают нам реализовать наши желания, сходить в кино, в театр, в конце концов, вот более тонкие такие эстетические желания, или, я не знаю, более грубые какие-то, да, еще
так или иначе мы начинаем восставать от концепции «я» и «моё». То есть это не пробуждение, это заблуждение. Как же действуют люди, находящиеся в другой концепции, в другой парадигме, и что у них за желание? Это дальше мы будем разбирать, Кришна будет, вернее, Арджуна задаст такой же вопрос, и Кришна будет отвечать ему, давать разум. Кто это такие асактаха, то есть те, кто не привязаны к результатам своего труда, а значит не страдают, когда результат отрицательный. Для них без разницы, что отрицательный, что положительный результат, для них все едино. В том смысле, что они не страдают, если что-то у них не получается. Они понимают, что от их усилий, от их каких-то таких потуг мало что зависит. Они понимают, кто дает результат. Они понимают, каким образом действуют гуны материальной природы. Они понимают, каким образом действует их тело и как действуют они. Это люди, обладающие знанием и понимают, в общем-то, ради чего в этом мире, в этой жизни есть смысл, ради чего трудиться, ради чего жить, ради чего существовать. Каковы их желания, если они находятся в богоцентрической системе координат, да, вот как жили все арии. Все арии, на самом деле, арии это не нация или не национальность, как считал Гитлер, это не какие-то антропоморфические или там антрологические, я не знаю, как это правильно сказать, признаки определяют, арий это или не арий, да, там, с линейкой ходить и мерить. Истинный ариец, да, голубые глаза, там, русые волосы, или, я не знаю, там, прямой нос, или что-то еще. Нет, ария или арианы – это культура, осколки которой до сих пор сохранились в Индии. Почему туда устремлен взор многих известных мыслителей, людей, да просто молодежи, даже бизнесмены, там, и все идут туда, чтобы увидеть что-то. Там сохранены эти осколки ведической цивилизации, которые еще каким-то образом в глубинке, в деревнях им следуют. Вриндаван, удивительный город, где являл свои детские игры Кришна, где он как историческая личность был представлен. Там в каждом доме храм, 5000 храмов там, в маленькой деревне, считается маленькая деревушка. Это сознание, это определенное, это и есть сознание Кришны, сознание Бога. Сознание Арати, Атмарама, кто удовлетворен сам в себе. Таким образом, люди, или арьяны, которые живут в богоцентрической системе координат, их желание одно – следовать дхарме и удовлетворить Бога. Мы обсуждали несколько стихов назад о том, что каждый должен следовать долгу, и даже сам Кришна объяснял Арджуне, несмотря на то, что во всех трех мирах нет никаких обязанностей, которые должен был бы выполнять, я все равно следую, ибо весь мир, он был бы разрушен просто, если бы я перестал выполнять свои обязанности. И для чего же следуют долгу освобожденные души, казалось бы, что какое им дело до материальных законов и так далее. Здесь говорится, что для того, чтобы дать пример. Но смотрите, при этом они делают одни и те же действия, сактаха и асактаха. Они действуют одинаково, внешне одинаково, но мотивация поступка разная. У первых удовлетворить себя, свои чувства, свои желания, у других удовлетворить желание Бога, служить обществу, отдать себя всего самого, бескорыстная деятельность. Другие мотивы, совершенно другие мотивы, дать пример другим. Представляете, да? Можно задуматься, а где же эти люди вообще? Где такие люди? И у кого нет опыта общения с преданными или с чистыми преданными, со святыми людьми, конечно же, может усомниться. Но если у нас нет какого-то опыта, это не значит, что мы должны делать общий вывод из частной практики, из частного опыта. Это неправильно. Такие люди есть, и в исторической перспективе, даже в России, мы можем найти таких личностей, не говоря уже про те времена, когда все следовали дхарме. В Шримад Бхагаватам описывается очень много историй праведных царей, которые отдавали свою жизнь за дхарму, следуя долгу. Да что царей, обычные просто горожане, миряне, они отдавали свою жизнь, следуя долгу. Нам можно посмотреть, может быть, трудно назвать тех людей, которые давали свои жизни за
во время Великой Отечественной войны, да, можно трудно назвать святыми, да, но, ну, скажем так. Но вот эта природа асактаха, непривязанности или природа следования долгу, мы видим, как она проявляется. Как она проявляется, вот это желание бескорыстно служить, она проявляется в каждом живом существе, в каждом, абсолютно в каждом. Даже если человек находится в полном невежестве, какая-нибудь бабушка, совершенно уже выжившая из ума, кормит 1000 кошек у нее дома или сотни голубей, которые уже, так сказать, заделали или обделали ее весь балкон. Вот это чувство или желание служить, оно заложено в душе. Это санатана дхарма, истинная дхарма или вечная природа живого существа. Проблема заключается в том, что мы направляем эту природу не туда, куда надо. И это называется невежество, авидвамсаха, да, то есть люди, находящиеся в невежестве. Но вот это желание служить, оно есть в каждом. Вопрос, куда мы направим это желание. И те, кто встал на путь истины, они направляют эти желания на Бога, они живут в богоцентрической системе координат, но внешне действуют так же, как действуют другие, поэтому различить их практически невозможно. Их невозможно увидеть. Поэтому можно нечаянно даже оскорбить, обидеть там, или еще что-то. Будучи людьми очень смиренными, они могут никак не проявить свой гнев, никак не проявить себя, а просто принять то, что с ними происходит, и тем самым, конечно же, с одной стороны, дав пример невинным, как действовать, но невольно, как это сказать-то, в общем, став причиной невольно, да, страданий тем, кто совершил такое оскорбление в отношении таких святых, да, как бы скрытых, мета-святых, скрытых святых, не по своей вине, потому что Бог никогда не прощает оскорбления его чистых преданных. И по закону справедливости, по закону воздаяния, конечно же, все это вернется. Сейчас, если поговорить о современной ситуации, потому что буквально несколько дней назад идут такие разговоры очень интересные, и мне показалось, что было бы очень практичным и полезным сравнить вот эти два типа сознания. Сознание человека авидвамсаха, да, тот, кто сактаха, привязан к собственному комфорту, к собственной жизни, находящимся в невежестве, он достаточно быстро может, даже искушенный в каких-то вещах, очень быстро может принять не угрозу, а любую концепцию развития событий вот в этой пандемии, тем самым ввергнув себя в определенное состояние депрессии или страха или еще чего-то. Но люди, обладающие знанием, люди, обладающие тем, что за всем стоит Верховный Господь, что все под Его контролем, и, как говорил Иисус в Библии, что даже волос не упадет с головы без веления Господа. И вот те, кто знают или познали природу энергии Бога, познали некий алгоритм жизни в этом материальном мире, понимая очень точно, четко, что любые планы, какие бы ни строили, там, не знаю, вселенская масонская ложа или сильные мира сего, или, как сейчас очень модно, да, говорить о 5G, всеобщей чипизации, и, там, не знаю, Билл Гейтс, там еще ему достается, и там, других, там, Рокфеллер и так далее, там, могучая кучка, клуб какой-то там 7 или 8, или неважно кого. Люди, находящиеся или не до конца понимающие закон этого мира и как действует Бог в этом материальном мире, как Он контролирует все в этом мире, они могут быть, конечно, напуганы. Но с точки зрения знающего человека,
человека, находящегося, вот, как бы, асактаха, да, и видвам, их зовут видвам, те, кто знают, он не испытывает никаких беспокойств, потому что даже самый, как говорится, знаете, хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Ну, предположим, у кого-то есть сейчас план контролировать наше сознание, создав эту, так сказать, пандемию искусственно, вырастив в лабораторных условиях этот вирус и имея какую-то, так сказать, стратегию по истреблению населения, оставить золотой миллиард или золотые полмиллиарда, или там есть разные версии, да, и этим остальному полмиллиарду золотому сделать хорошие такие инъекции, с помощью которых ввести какой-то наночип там в их кровь, там изменить ДНК, еще что-то, ну и начать контролировать сознание. Так вот, люди, которых здесь Кришна называет видван, да, знающие люди, асактаха, люди не привязанные к результатам, люди атмарамы, да, которые удовлетворены сами в себе, они знают, что на самом деле все мы уже давно чипизированы. Может быть, для кого-то, кто смотрит нашу трансляцию первый раз, может быть, не читал Бхагавад-гиту, будет непонятна эта фраза. Но Кришна сам говорит, что он уже чипизировал всех давно. Он говорит: я нахожусь в каждом атоме и в каждом сердце каждого живого существа. Представляете, что такое атом, да? Что такое атомарная частица? Что это значит находиться в каждом атоме и в каждом сердце? Это значит полный контроль материальной и нематериальной энергии, материальной и духовной энергии. То есть Кришна прямо или косвенно, посредством своего локализованного аспекта, парам атмы, сфер души, уже чипизировал все, каждый атом и каждое сердце. Каким образом можно чипизировать еще что-то? Ну и даже давайте предположим, что мы будем говорить с точки зрения Бхагавад-гиты. Этим, скажем, людям вот этот, оставшимся, да, в живых, ввели этот жидкий чип в кровь, там, и это изменило их ДНК или еще что-то. Кришна говорит: я даю знание памяти забвения. То есть, либо нужно предположить, что все это делается под руководством Кришны, тогда все это высшее благо просто, высшее благо. Либо нужно предположить, что Кришна не настолько силен и велик, Господь не настолько силен и велик, что какая-то группа фантазеров, она может изменить план или ход истории, да, в целом. Это смешно, конечно же, это смешно. Очевидно, что у людей, которые погружены в материю, обладают, то есть они находятся в таком невежестве, полагая, что такие как Гитлер, Наполеон, пытаясь подчинить себе весь мир, неважно каким способом, цифровым или оружием, или с помощью идеологии, или с помощью еще чего-то. Мы видели, как проваливается эта идеология одна за другой. Коммунизм, пожалуйста, начал гулять по всей планете Ленин, Карл Маркс, серьезная идеология, серьезный инструмент, аппарат. Нежеланных людей истребляли просто за один намек несогласия с системой. 50 миллионов или сколько там миллионов было уничтожено во времена репрессий только в России. Чем это закончилось? Давайте возьмем Наполеона. До какой-то степени, да, он овладел миром. Но что произошло с ним? Как он закончил? Это называется сактаха, это называется авидвамсаха. То есть до какой-то степени Кришна будет использовать этих героев, но до поры до времени. Когда нужно выкосить варна санкару, нежелательное население Земли, он будет их использовать для этого. Точно так же, как он использовал Джарасандху, в Шримад Бхагаватам описывается история этого великого могущественного демона. 17 раз Джарасандха атаковал Двараку, 17 раз Кришна разбивал, в пух и прах разбивал его армию, но его оставлял живым. Для чего? Для того, чтобы он собрал новую армию демонов. Новую армию демонов привел к Двараке, и чтобы было 5 раз били. И 17 раз он получал втык, не понимая, для чего Кришна это все делает. Таким образом, Кришна истреблял демонов.
Кришна говорит, яда, хидарма ся. То есть я прихожу, из века в век я прихожу сюда, чтобы установить принципы религии и наказать демонов. Поэтому даже если что-то произойдет, Варна Санкара будет уничтожена или вирусом, или еще кем-то, какими-то, там, не знаю, могучими тройками, да, которые вот были в свое время, ЧК, чекистов и так далее. Но в результате все, посмотрите, куда пришел. Где сейчас Гитлер? Где сейчас Наполеон? Где сейчас Ленин? Где сейчас Сталин? Где сейчас все те, кто хотел каким-то образом реализовать мировое господство? Где они сейчас? Императоры Третьего Рима, Второго Рима, Первого Рима и так далее и тому подобное. Где они? Вот вопрос. Поэтому очевидно, даже если какой-то вселенский заговор, масонская ложа или еще что-то, очевидно, что эти люди, если они такое затеяли, они относятся к категории саттаха, которые очень сильно привязаны к своему результату. А значит, они сами в себе создают уже, сами в своей группе создают особый алгоритм, который разрушит все их идеи, который в результате заставит их столкнуться на основе «я хочу», значит, имею право, значит, все должны, значит, вы должны. То есть императором мира, по большому счету, может быть две личности. Либо это Раджа Риши, великий царь-мудрец, как это было в те далекие времена, как описывает это Шримад Бхагаватам. Либо кто угодно, но тогда он должен быть одним на всей планете. Вот и все. То есть другого быть не может. Итак, мы поговорили о двух типах людей. Мы поговорили о том, что 99% людей относятся к людям, которые покрыты иллюзией, которые находятся в иллюзии, которыми из-за того, что они покрыты иллюзией, можно легко манипулировать. И даже те, кто называют себя людьми верующими, людьми, следующими как бы по пути дхармы, даже в той или иной степени они поддаются на вот эти манипуляции. Как же обрести вот это положение дхиры, уверенности в себе, неизменности, стабильности в своем понимании? Нужно развеять невежество лучом трансцендентного знания. Шримад Бхагавад-гита. Если вы еще до сих пор не приняли решение изучить ее, то, пожалуйста, возьмите ее со своих полок. Войдите в интернет, найдите Бхагавад-гита, как она есть. В конце концов, позвоните или напишите мне, у нас, видите, вот сколько книг, мы организуем доставку этих книг. И именно сейчас пришло время, когда необходимо начать вопрошать, задавать вопросы об абсолютной истине. Мы сейчас проверим, есть ли у нас какие-то вопросы от тех, кто смотрит нас в трансляции. И если есть, мы попробуем ответить на них. У нас идут трансляции сейчас в YouTube. Вот. Есть также трансляция в ВКонтакте. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете задавать их прямо в комментариях. Значит, трансляция ВКонтакте идется на моей персональной страничке. Вот. И, соответственно, в YouTube на страничке Йога Разума, пожалуйста, есть какое-то время у нас сейчас обсудить вопросы. Я вижу, что сейчас одновременно смотрят нас люди, но если вопросов нет, мы тогда сейчас подождем какое-то время. Я прочту еще раз стих. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь.
Так, итак, друзья, похоже, особых вопросов нет. Тогда мы с вами прощаемся до завтра. Для тех, для женской половины населения, значит, небольшой анонс. Сегодня мы продолжаем цикл встреч или бесед «Весна 2020». Будем отвечать на разные вопросы, которые вот за период с последней нашей встречи в эфире каким-то образом вот до нас дошли, вернее, мне были переданы. Поэтому не пропустите. Сегодня мы будем говорить тема сегодняшней беседы называется «По лезвию бритвы». Мы будем говорить о семейных отношениях, чего можно избегать, чего нужно избегать в семейных отношениях, нужно ли уметь терпеть и так далее. Так, сейчас вот, да, первые, наверное, даже посетители приходят уже в Zoom на женский клуб, похоже. Вот, но мы сейчас тогда заканчиваем трансляцию Бхагавад-гиты и готовимся к трансляции в женском клубе с темой «По лезвию бритвы». Всего доброго. Также можете писать и сообщения, можете писать личным сообщением мне на страничку ВК. Всего самого наилучшего.